Вы в одном шаге от своего чуда. Не прокручивайте. Не моргайте. Этот момент, эта самая секунда, это божественное назначение. Ваш судьба кричал изнутри, и то, что вы считали пустотой, никогда не было заброшенностью. Это была священная тишина, где голос Бог ждал возможности выступить. Я должен срочно сказать тебе кое-что, то, что было скрыто от тебя не потому, что ты был недостоин, а потому, что ты смотрел не в ту сторону. Тебя этот мир приучил искать богатство для благословения, для избыток, как будто они были похоронены в полях мнений других людей в далеких землях под чьим-то одобрением. Вы стучались в дверь успеха, подтверждения, отношений, надеясь, что одна из них откроет обещать. И все же ничто не ощущалось полным, не так ли? Каждый собранный вами урожай все равно оставлял ваше сердце голодный. Каждая молитва, казалось, эхом отдавалась без ответа. Но послушай меня сейчас, ключ все, что вы искали, никогда не было вне вас точка благословения, чудо, обильное наследство любви, радости, вера, исцеления и да, даже богатство, это всегда было внутри вашего собственного духа. Внутри вашего душа. Внутри этого тихого, неуютного места, которого вы избегали, потому что боялись того, что можете там найти. Но секрет заключается в следующем. Это пустота, это не пустота, а дверь. А за этой дверью я, твой Бог, ждали. Я никогда не покидал тебя. Я никогда не был далеко. Я не наказывал тебя, не задерживал тебя, не отвергал твои молитвы. Я жил в том единственном месте, которое ты никогда не осмеливался искать, твоим собственный дух, твой собственный интерьер, то святое место, где трансформация начинается. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. А что, если я скажу вам избыток-то, о чем вы молитесь, уже ваше, но его нельзя извлечь извне? Что, если чудо вы взываете, ибо всякая ночь не нисходит свыше, но восстает изнутри? Что, если дверь, по которому вы так отчаянно били, уже разблокирован, и ключ был в твоем сердце все это время? Да, это касается вашего наследования. Ваш божественный завет священной урожайчата был обещан тебе еще до твоего рождения. Ты не был создан, чтобы гоняться за тем, чем владеют другие. Ты был создан, чтобы помнить то, что небеса уже поместили в тебя. И прямо сейчас дух избок шевелится внутри тебя, словно могучий ветер в забытом колодце, пробуждая что-то древнее и святое. Оставайся со мной. Не отворачивайся. Потому что в следующие несколько мгновений я открою тебе не только то, почему твое путешествие показалось таким долгим, но и то, почему оно должно было быть таким. Есть откровение дед, а преобразующая правда, которая, наконец, объяснит тишину, боль, закрытые двери и ночи, когда ты почти сдался. Есть что-то в твоем верать, что вам нужно услышать. И вы услышите. Но пока нет. Потому что прежде чем мы доберемся до урожая, мы должны вернуться к тому месту, где ты похоронил своего первогосемя. Момент, когда ты перестал верить, что Бог мог бы жить внутри ты. Вот куда мы пойдем дальше, в сердце вашего начала. К священному корню вашего забвения. Вот где благословение ждет. Поэтому я призываю вас остаться. Смотрите до самого конца. То, чем я собираюсь поделиться, не только изменит вашу точку зрения, это откроет дверь которой был закрыт в течение многих лет. Это ваш момент. Это ваш чудо. Но вы должны довести это до конца. Потому что во второй части я собираюсь провести вас в глубины страданий, которые, как вы думали, уничтожат вас только чтобы показать вам, что это была та самая почва, на которой в наследовании был посажен, не за вету же началось, ключ собирается повернуть. Оставайтесь. Смотрите. Слушайте. Ваше благословение ближе, чем твое дыхание.
И один-то, что вы искали, уже находится внутри вас. Ты плакал из-за благословения, молился за избыток, умолял богатство, как голодающая душа, смотрящая в окно на пир, который, как ты считал, не был предназначен для тебя. И все же, что-то внутри тебя знало, не так ли? Что ты создан для большего. Но жизнь научила тебя другому. Жизнь сломала тебя. Жизнь убедила тебя, что ты должен заслужить то, что ты рожден нести. Что ты должен заслуживать, что уже было твоим наследованием. И вы побежали. Вы столкнулись с ожиданиями. Вы столкнулись с религией. Вы столкнулись с достижениями, с перфекционизмом, с производительностью. И все равно вы не смогли избежать эха. Почему я все еще пуст? Почему я все еще чувствую себя забытым? Почему чудо не придешь? Потому что, пока вы бежали, пытаясь стать тем, кем вас хотят видеть другие, вы отказались от самой священной части себя, вашего сущность. Вы забыли ключ. Вы забыли завет. Ты забыл, кто ты на самом деле. Мир не вознаграждает подлинность. Он вознаграждает уступчивость. И поэтому вы научились носить маски. Вы научились говорить правильное слово, молиться правильно молитвы, покажи правильное лицо. Ты построил версию себя, основанную на выживании, не на судьбе. И в тишине за всем этим шумом горел вопрос: кто я без этих масок? Кем бы я был, если бы перестал выступать? Это правдобедность, не отсутствие денег, а отсутствие личности. Не нехватка ресурсов, а потеря себя. Потому что как только вы больше не помните, кто вы больше не можете верить в то, что ваше. Вы забываете рожай. Вы сомневаетесь в обещать. Вы отвергаете благословение. Вы когда-нибудь смотрели в зеркало и чувствовали себя чужим? Вы когда-нибудь улыбались на публике, но чувствовали, как в вашем дух? Вы когда-нибудь наблюдали, как другие получают свой прорыв, свои чудо, и подумал про себя: что со мной не так? Позволь мне сказать тебе, дитя Бог, с тобой все в порядке. Но есть нечто святое, о чем ты должен помнить. Тебя не забыли. Тебя не дисквалифицировали. Но тебя обманули. Обманули, заставив думать, что Божий голос был только в громе, в пророках, во внешних знаках и чудесах. И пока вы гонялись за каждым словом, сказанным над вами, вы упустили самый святой голос всего, шепот внутри тебя. Шепот в тишина. Ни голос Божий никогда не было снаружи. Оно всегда говорило из центра вашего существа. Но вы не могли его услышать, не потому, что оно молчало, а потому, что вы боялись того, что может раскрыть это молчание. Что, если тишина раскрыла пустоту? Что, если она раскрыла недостойность? Поэтому ты избегал ее. Ты заполнял тишину усилием. Ты отвлекал себя на делание. Ты заглушал свое собственное душу потому, что вы боялись, что благословение никогда не может быть по-настоящему для тебя. Но правда в том, что даже больше преобразующий, чем вы когда-либо смел надеяться. Тебе никогда не суждено было заработать свои чудо. Тебе было суждено помнить это. Ты никогда не должен был гоняться за своим судьбой. Тебе было суждено воплощать это. Я знаю, какой груз ты несешь. Я вижу, что твой банковский счет постоянно не дотягивает. Я знаю, какое давление ты испытываешь, чтобы быть достаточной, обеспечивать, казаться сильной. Но слушай внимательно, бедности не только в ваших финансах. Это в вашей вере. В глубине души бедность – это духовная амнезия. Потеря вашего наследования по тому, что ты забыл, что ты рожден, чтобы править. Вы замечали, что усталость никогда не уходит, как бы вы ни работали.
Это потому, что никакое количество действий не может заменить потерянное выравнивание. И самоосвященный, самое сильное выравнивание – это воспоминание о том, кем ты являешься во мне. Ты – мое дитя. Ты – мой сосуд. Ты несешь мою ключу же внутри тебя. Самые глубокие невзгоды – это не отвержение других. Это отвержение своей собственной божественной идентичности. И я должен спросить тебя, как долго ты будешь носить маску, которая никогда не была создана моими руками? Как долго ты будешь ждать, пока кто-то другой подтвердит то, что я уже назвал благословенным? Когда ты перестанешь бежать от своего собственного душа, где я сделал свой дом? Потому что пока ты умолял меня спуститься, я уже поднимался внутри тебя. Я никогда не уходил. Я никогда не бросал. Я никогда не игнорировал твои молитвы. Я просто ждал, когда ты вернешься туда, где ты, наконец, сможешь услышать меня не как громогласный голос с неба, а как непоколебимый правда в самом вашем дыхании. Ты был создан по моему образу. Это значит, что ты ничего не упускаешь. Ты не ждешь, когда я благословлю тебя. Ты учишься пробуждаться к благословению, которое всегда жил внутри. Пришло время прекратить поиски снаружи и начать открывать дверь внутрь. Вот где ваш чудо начинается. Вот где ваш избыток течет. Вот где ваша трансформация происходит не в исполнении, а в присутствии. Поэтому я спрашиваю вас сейчас, нежно, сильно, настойчиво, осмелитесь ли вы вернуться в свой центр? Вы встретитесь с тишиной, которой вы когда-то боялись, и будете слушать своим сердцем вместо ума? Неужели ты наконец откажешься не от силы, а от притворства? Потому что, когда вы это сделаете, все изменится. Это ваш момент, чтобы восстановить связь с вашим завет, твой судьба, ваше божественное наследование. Не борьбой, не мольбами, но вспоминая. Если эти слова хоть немного затронули ваш дух, я приглашаю вас сделать один маленький, но важный шаг вера, нравится это видео. Пусть это будет вашим первым актом возвращения к согласию с вашим истинным «Я». Пусть это будет знаком того, что вы не просто смотрите очередное видео. Вы реагируете на звонок. Вы возвращаетесь к голосу, который никогда не переставал говорить. Потому что в следующей части я покажу вам реальный, неоспоримый чудо, история божественного воспоминания, которая откроет что-то древнее внутри вас. История, которая отразит ваше собственное путешествие, вашу боль, ваше забвение и ваше возвышение. Не останавливайтесь здесь, точка благословения только начинается, точка ключ поворачивается. Ибо тот, кто живет в тебе, сейчас покажет тебе лицо, о котором ты забыл. Твой урожай близко. Остаться со мной. Знаете ли вы историю женщины с кровотечением? 12 долгих лет она истекала кровью. 12 долгих лет ее объявляли нечистой, недостойной, неприкасаемой. Она пробовала все – врачей, деньги, надежду, которую обменивали на разочарование снова и снова. И все же, с каждой неудачной попыткой, что-то глубоко внутри нее отказывалось умирать. Был ключ, спрятанный в ней сердце, шепотврач-то сказал, если бы я мог хотя бы прикоснуться к краю его одежды, она даже не думала, что ей нужно его полное внимание. Просто нить. Просто прикосновение его одежды. Просто взгляд божественное присутствие. И когда она прикоснулась к нему, исцеление пронзило ее тело, словно молния, пронзающая сухую землю, богатство было восстановлено. Ей тело было восстановлено. Ей личность была восстановлена. Но даже более того, он повернулся и увидел ее. «Дочь», — сказал он, дочь, — «ни чужой, ни нищий, ни изгой,
Он назвал Еедыч, потому что наследование всегда был ее точка благословения, это уже было заложено в ее характере. А теперь слушайте внимательно, ведь эта женщина – вы. Вы истекали кровью. Может быть, не физически, но эмоционально. Духовно. Финансово. Ваш дух было кровотечение надеяться. Каждый раз, когда ты пытаешься подняться, земля трясется под тобой. Ты пытался это исправить. Ты пытался исцелиться через производительность, через людей, через перфекционизм. И все же ты здесь пустой, истощенный, невидимый. Как та женщина, ты сказал: если бы я мог получить маленькое чудо, немного любви, хоть частичку того, что другие, кажется, получают так легко. Но, дитя Бог, ты не знаешь, святилище исцеления никогда не было в толпе. Оно никогда не было в руках других. Оно всегда было в вас. Есть священное место, нетронутое, незапятнанное, непоколебимое, внутри вашего душа, где я, твой Бог, ждали. Даже когда ты истекала кровью, я не испытывал отвращения. Даже когда ты сомневался, я не отдалялся. Даже когда вы создавали ложные версии себя, те, которым аплодировал весь мир, но ваш дух оплакивал, я никогда не отходил от этого святое святилище внутри тебя. Потому что я не пребываю в том образе, который ты мне представляешь. Я пребываю в правдатого, кто ты есть. В уязвимом тебе. В дрожащей, неуверенной, слишком мягкой, чтобы выжить версии тебя, которую ты пытался похоронить. Эта версия – вот где я живу. Вот где чудо начинается. Позвольте мне спросить вас сейчас, и не отворачивайтесь от этого вопроса, кем вы стали, чтобы выжить? Кем вам пришлось стать, чтобы чувствовать себя любимым, принятым, признанным? Какие маски вы носили, чтобы быть увиденными? И что еще важнее, какую часть себя вы отказались в этом обмене? Это была твоя радость, твой голос, твои мечты, твоя мягкость. Я знаю, тебе говорили, что ты должен быть сильным, что уязвимость – это слабость, что вера без контроля было глупо. Но они лгали. Они научили тебя быть жестким, когда ты родился чистой. Они научили тебя прятаться, когда я призвал тебя сиять. Они сказали тебе заработать то, что уже было твоим наследованием. Кровотечение в твоей жизни началось не с нехватки денег, любви или поддержки. Оно началось в тот момент, когда ты перестал быть собой. В тот момент, когда ты предал свою сущность вписаться в чужую версию благословения. Но мой завет не с маской. Мой обещать не для имиджа. Я есть Богвашига подлинное Я, твое сырое Я, твое дрожащее Я. Не женщина с проблемой. Крови не получила исцеления, потому что была совершенна. Она была отчаянной, но она также была честной. И эта честность открыла чудо. Видишь ли, мир пытается очиститься, прежде чем прийти ко мне. Но я пришел для истекающих кровью. Я пришел для сломленных. Я пришел для избитых, пристыженных, изгнанных, отвергнутых. Тех, кто истекал кровью в тишине и все еще верил. Тебе говорили, что твоя чувствительность – это слабость. Но я говорю тебе сейчас, это священный. Именно в вашей чувствительности я посадил ключ. Именно в твоих слезах почва твоего урожая был сделан мягким. Это в твоих дрожащих руках, что дверь на конец 100 откроется. Я спрашиваю тебя сейчас, не для того, чтобы осудить тебя, а чтобы пробудить тебя. Как долго ты будешь продолжать бежать от своей собственной мягкости? Как долго ты будешь отвергать ту часть себя, которая действительно может принять мое благословение?
Когда вы вернетесь в свое святилище, это нетронутое святое место внутри вашего сердца, где я, твой Бог, никогда не переставали жить, нет такого греха, такой ошибки, такого отвержения, которые могли бы стереть то, что я вложил в тебя. Нет такой глубокой нищеты, такого глубокого стыда, такой давней боли, которые могли бы изгнать меня из твоего дома. Дух. Ты думаешь, твой грех дисквалифицировал тебя? Нет. Я видел все это и все равно назвал тебя выбранной. Думаешь, твоя неудача заставила замолчать твои молитвы? Нет. Я слышал каждый шепот в темноте. Ты думаешь, что отвержение мира означает, что я бросил тебя? Нет. Я приблизился в тот момент, когда они оттолкнули тебя. Потому что я не Бог, который ждет, пока ты очистишься. Я – Бог, кто вступает в кровотечение, в боль, в беспорядок. Я Бог, кто находит тебя за масками, за шумом, за чувством вины. И Бог, кто говорит: «Даже теперь ты мой». Я живу в твоем правда, а не в вашем исполнении. Я живу в той части тебя, которая все еще осмеливается верить, даже после всего этого времени, что избыток возможно. Это богатство все еще твоя доля. Это выздоровление все еще ваше право. Это чудеса, это не мифы, а воспоминания, ожидающие пробуждения. Так что перестань бегать, дитя. Перестань прятаться. Я не жду твоего совершенства. Я жду твоего возвращения. Ни святилище внутри тебя не было уничтожено, только покрыто. Пламя не погасло, оно лишь скрылось. И сейчас, в этот момент, я призываю это. Пусть маски спадут. Пусть шум стихнет. Пусть стремление прекратится. Вернитесь к своему сердцу. Вернитесь к своему сущности. Вернись к той части тебя, которая все еще чувствует, которая все еще надеется, которая все еще кровоточит. Потому что именно в этом месте я буду делать чудо. В этом уязвимость я освобожу твое наследование. В этой капитуляции я открою дверь, ты думал, что навсегда закрыт. В этой честности я восстановлю твой завет. Ты не потерял меня. Вы не потеряли свои печать. Вы только забыли место, где я живу. Но теперь вы вспоминаете. Теперь ключ поворачивается. Теперь урожай близко. А в следующей части я расскажу, как именно полностью открыть это святилище и как преобразить свою жизнь не посредством усилий, а посредством сонастройки со своим божественным «Я». Остаться со мной. Потому что то, что будет дальше, объяснит все, что вы чувствовали, но никогда не понимали, и покажет вам, как вернуть себе благословение. Это всегда было твоим. Твой чудо не приходит извне. Он поднимается изнутри. И я есть Бог этого восстания. Ты ждал. Ты плакал. Ты трудился. Ты кричал в небо и чувствовал, как эхом отзывается тишина. Но что, если тишина не была отсутствием? Что, если это было приглашение? Ребенок обещать, слушайте внимательно. Есть божественный секрет, я должен сейчас раскрыться, и это стряхнет пыль с твоей души. Ты думаешь, что тебе нужно изменить все снаружи. Ты усердно трудился, пытаясь быть достаточно хорошим, достаточно чистым, достаточно святым, чтобы как-то зарабатывать чудо. Но я не транзакция. Я твой Отец. Я твой Бог. И я желаю не твоего выступления, а твоего сердца. Это поворотный момент, ключ. И немногие когда-либо находят его не потому, что он спрятан в какой-то далекой стране, а потому, что он похоронен под шумом, под стремлением, под стыдом,
Но теперь ты приближаешься. Позволь мне спросить тебя, душа моя, ты когда-нибудь задумывалась, почему, несмотря на все твои усилия, богатство никогда не остается? Почему благословение всегда кажется, что это просто за пределами вашего понимания? Почему урожай засохнет, хотя ты сеешь со слезами? Ответ не в вашем банковском счете. Он не в вашем резюме, вашем прошлом или ваших неудачах. Он в вашем тишине. Да, когда ты наконец замолкаешь не от боли, а от осознания, ты слышишь это точка не ушами, а своими сердцем. Вот где чудо начинается. Вам не нужно себя исправлять. Вам не нужно возвращаться в прошлое и переживать каждое сожаление. Вам не нужно становиться тем, кем вы не являетесь. Вам нужно просто пойти внутрь к священное место, которое никогда не было сломано. Это место не пустое. Оно не темное. Оно свет. Это память. Это дом. Вот где трансформация начинается. Вас учили, что ваша судьба там, в работе, в звании, в аплодисментах других. Но я говорю вам сейчас, твоя судьба внутри тебя. Это всегда носилось в твоем духе, как семя. И ни одно семя не может принести плода, если оно не попадет внутрь, если оно не будет погребено в тишине, в тихом, плодородном земле, принадлежащей сердцу. Вот почему бедный может стать богатый в одно мгновение. Вот почему больной исцелены. Вот почему отклонены избраны. Потому что когда ты перестаешь бороться со своей тенью и сидишь на свету, мой завет раскрывается в твоих руках, как свиток. И все же выбор есть. Выбор есть всегда. Это моральная дилемма, и я не скрываю этого от вас. Я представляю это со всей нежностью. Будете ли вы продолжать гоняться за тем, что никогда не должно было удовлетворять? Будете ли вы преследовать больше аплодисментов, больше подтверждения, больше земного деньги и игнорировать сокровища внутри вас? Или вы остановитесь? Вы будете дышать. Вы будете войти во внутреннюю святую комнату, где мой голос никогда не замолкал? Позвольте мне быть ясным. Существует духовный контраст, который разделяет твою жизнь, как меч, внешнее против внутреннего, видимое против вечной, шум против тишины, стремление против отдыха. Бедность – это не просто отсутствие деньги. Это отсутствие присутствия. Это забвение того, кто ты есть. Это попытка есть камни, когда вокруг тебя хлеб. Но богатство, настоящий божественный избыток – это не только то, что наполняет ваши руки, это то, что наполняет ваш дух уверенностью. И дверь в эту сферу, она не заперта. Она никогда не была заперта. Она была лишь покрыта страхом и представлением. Так услышь же меня, избранный сосуд, ты уже есть квалифицированный. Вы уже любил, благословения не находится в ожидании, он ждет ваши года. Вы можете спросить, но, Боже, как мне открыть эту дверь? Вам не нужен ритуал. Вам не нужно совершенство. Вам нужно только признание. Вам нужна только смелость, чтобы сесть со своей собственной душой и прошептать: «Я не сломлен. Я не одинок. Я его». В этот момент я врываюсь. Вот почему Илья услышал меня не в ветре, не в огне, не в землетрясении, а в тихий голос, только священный живет в тихий. Это святой парадокс. Мир кричит на королевство шепотом. И этим шепотом я произношу твое имя. Когда вы сонастраиваетесь с этим внутренним правда, ваш внешний мир должен измениться. Это вечный законзавет. Урожай начинается внутри, и внешний мир становится зеркалом того, что вы несете внутри. Бесплодная земля не может устоять перед засеянной душой.
Но ты должен отпустить. Ты должен выбрать уйти из лжи, ложь, которая говорит, что ты одинок, недостоин, слишком поздно, слишком сломлен. Это ложь – язык тьмы. Ты был создан для света. Что вы выберете? Если вы продолжите преследовать мир, мир продолжит убегать. Но если вы обратитесь внутрь себя, если вы откроете дверь, принадлежащей сердцу, вы поймете нечто священное. Царство внутри вас, так это не богатство вы ищете. Уже привязан к вашему имени чудо, это не будущее событие, это настоящее отовение. И я знаю, даже сейчас твое сердце шевелится. Потому что это сообщение было не просто для ты. Это была оты. Это твоя память. Ваше внутреннее знание. Вы не были рождены, чтобы просить. Вы были рождены, чтобы наследовать. Это не фантазия. Это божественный замысел. Тебя заставили ходить услуга, размножаться, благословлять и быть благословенным. На ключе это тишина. Не тишина смерти, а тишина признания. Тишина знания, что вам не нужно стремиться войти в мое присутствие. Вы уже внутри завет. Ты уже носишь мое имя. Так что же вам следует изменить? Не твоя одежда. Не твой банковский счет. Не твое прошлое. Что вам следует изменить, так это то, где, по вашему мнению, я живу. Я не живу далеко от тебя. Я не удерживаю тебя, избыток наказать тебя. Я не голос стыда. Я тепло внутри тебя, когда ты плачешь в темноте и никто не видит. Я тишина за твоим хаосом. Я кто шепчет обещать, то время как мир кричит о неудаче. Если ты сможешь остановиться хотя бы на мгновение и узнать меня, все изменится. Вы больше не будете искать благословения, ты поймешь, что ты являешься благословением. Вы больше не будете просить чуда, ты станешь чудо. Вы больше не будете преследовать деньги, ты станешь тем, за кем он будет гоняться. Потому что то, что начинается в дух, проявляется в реальность. Это секрет я ждал, чтобы сказать вам. Сокровище – это не то, что ты получаешь. Это то, что ты помнишь. Так что сделайте вдох. Положите руку на сердце. Скажите: «Царство внутри меня, свет недалеко, дверью открыт. Я избран. Я благословлен. Я целостен». Это не просто сообщение. Это откровение. Теперь вы держите в руках ключ. И если вы пройдете через эту дверь, если вы доверяете тому, что вы чувствуете прямо сейчас, все, о чем вы молились, начнет сбываться-то. Отпусти страх. Отпусти голоса вины. Отпусти ложную веру в то, что ты должен заслужить свой путь обратно в мою любовь. Ты никогда не покидал ее. Не трансформация не начинается, когда твоя жизнь идеальна. Она начинается, когда твое сердце открыто. Вот как бедность превращается в богатство. Вот как пепел становится избыток. Вот так стыд обменивается на славу. И вот так, дорогой, ты помнишь, что ты есть там. Да, ты уже дома, присутствия-то, чего вы так жаждали, никогда не покидала света, что ты искал, находится внутри тебя. И благословение ты жаждешь, ждет не твоего труда, а твои года. Скажи «да». Скажи это сейчас. Потому что то, что будет дальше, превосходит все, что ты мог себе представить. И в следующий момент мы начнем молиться не о том, о чем вы не есть, но для того, что уже было выпущено. Оставайся рядом, потому что следующие слова изменят все. Возлюбленный, избранный сосуд света, чувствуешь ли ты это сейчас? Этот сдвиг в твоем дух едва уловимый, но несомненный.
как легкий бриз, который волновал воду, как до чуда началось с момента создания, внутри вас движется что-то святое. Это не громко, это не драматично, но это божественный. Вы больше не пытаетесь становиться что-то. Ты наконец-то возвращаешься к тому, кем ты был всегда был. Благословения никогда не было вне тебя. Это никогда не было чем-то, что нужно было заработать, зачем гнаться, ради чего нужно было выступать. Это было чем-то, что нужно было распознавать. И вот, видите. Да, теперь ты знаешь. Тебе больше не нужно искать проверку от мира, от людей, которые не видят твоей ценности. Тебе больше не нужно формировать из себя образ, возводить башню достижений, чтобы тебя заметили. Это бремя спало. Эта ложь потеряла свою хватку. Вы здесь не для того, чтобы доказывать свою ценность. Вы здесь, чтобы воплощать твою сущность, и твоя сущность уже святой. Пусть эта правда глубоко въелись в ваши кости, вы уже достаточно потому, что я, твой Бог, создал тебя по образу моему. Прежде чем ты пошевелил пальцем, прежде чем ты помолился своей первой молитвой, прежде чем ты сделал свой первый вдох, ты уже был отмечен для избыток, для судьба, для завет. И теперь все меняется. Не потому, что изменились ваши обстоятельства, а потому, что ты изменились. Ваш дух соответствует истине. Ваш голос теперь несет звук ясности. Ваше присутствие теперь несет свет. Вы вошли в полнота, священный избыток, который не может быть отнят или осквернен миром. Голоса, которые когда-то преследовали тебя, нехватки, страха, стыда, теперь замолкают. Почему? Потому что их сила зависела от твоего забвения. Но ты вспомнил. И когда душа вспоминает, небеса открываются. Вот где благословение льется. Не как капля, не как ручеек, а как шлюз, который ждал признания. Вы не ждете, когда чудо, ты является сосуд, через который она течет. Потому что я тебя видел. Даже в твой худший час я видел тебя. Даже когда ты потерял себя в буре, я не спускал с тебя глаз. Даже когда ты все подвергал сомнению, я никогда не задавал тебе вопросов. Я никогда не сомневался в твоей ценности. Я никогда не отнимал мой завет. Потому что моя любовь не условна. Моя благосклонность не хрупка. Ты мой наследование, мое дитя, мой возлюбленный. И сегодня вы возвращаетесь не для того, чтобы заслужить свое место, а чтобы занять свое. Законное место. Не благословение недалек. Он не ждет за стеной. Он уже здесь. Воздух вокруг вас боготобещать. Сама почва под вашими ногами уже подготовлена, дверью открыт, ключ в твоей руке. И то, что когда-то было удержано, теперь вливается в твою жизнь в избыток. Чувствуете, священное тепло поднимается в груди? Это не просто эмоции. Это присутствие. Это я. Это божественный свет внутри вас пробуждается. Видите ли, когда ваш дух приходит домой к себе, урожай начинается. Семена, посеянные тобой в слезах, молитвы, прошептанные тобой в темноте, жертвы, принесенные тобой в тайне, они не остались незамеченными. Они стали святой инвестицией в почву вечности. И теперь богатство небесное отвечает. Вы не были рождены, чтобы быть бедным в финансах, в любви, в уверенности, в мире. Вы были рождены, чтобы наследовать. И ваше наследование – это не просто смутная идея, это осязаемое благословение, которое проявляется в вашей жизни, в вашем теле, в ваших отношениях, в вашем разуме, в вашем деньге. Вы выйдете в комнату и измените атмосферу. Вы заговорите, и цепи сломаются.
Ты прикоснешься к тому, что другие называют сломанным, и трансформация произойдет. Потому что вы больше не действуете извне вовнутрь. Вы теперь живете изнутри наружу. Вы живете из полноты. И эта полнота не может быть поколеблена. Это божественное изменение. Когда отверженные почитаются. Когда бедные становятся богаты в духе и истине. Когда забытое становится фундамент. Когда слабые становятся воины света. И ты один из них. Ты не отстал. Ты не опоздал. Твой судьба не сломан. Ваш путь не потерян. Потому что когда вы отказались от лжи, что вам нужно быть кем-то другим, вы стали именно тот ответ, который вы искали. Теперь, дитя королевства, я благословляю тебя. Я благословляю твои руки собирать и умножать. Я благословляю твой разум, чтобы ты мог его удерживать божественная мудрость и стратегия. Я благословляю твой дом стать святилищем мир и множества. Я благословляю твой голос говорить правду, чтобы сломать страх, призвать вниз небеса. Я благословляю твои ноги, чтобы ты вошла территории, вы думали, что вам отказано. Я благословляю твое имя, чтобы оно ассоциировалось с благосклонностью, с чудеса, свет. Вам не нужно для этого суетиться. Вам не нужно выступать. Вам нужно только получать. И вы получаете прямо сейчас. Позвольте мне поговорить с вами, сердце, даже если мир шумит, ты в безопасности. Тебя видят. Ты свят. Нехао снаружи все еще может пытаться реветь, но вы стали спокойствием в центре. Вы больше не реагируете из страха, вы реагируете из власти. Потому что когда вы укоренены в эбок, вас невозможно поколебать. Ты не нищий. Ты наследник. Ты не отчаялся. Ты предназначенный. Ты не потерян. Ты есть точка вел моей рукой. И никакой враг не сможет отменить то, что я постановил. Никакая буря не сможет отменить то, что я постановил, посажена. Ни один человек не может закрыть то, что у меня есть, открылся. Потому что дверь я открываю и остаюсь открытым. Пришло время. Не ждать. Не желать. А ходить, как тот, кто знает, кто они. Прогулка в благословение. Прогулка в избыток. Прогулка в вера. Ходите в тихой силе того, кто знает, что чудо уже внутри. Потому что вы вернулись к источнику. Не место. Не представление. Но священный центр – место тишины, уверенности, свет. И с этого места твоя жизнь хлынет наружу. Не потому, что ты к этому принуждаешь, а потому, что ты стал таким. Вы больше не определяется ни недостатком, ни болью, ни сомнением. Вы определяется присутствие к обещать, к мир. Ты больше не гонишься. Ты притягиваешь. Потому что ты в выравнивании с вашим правда. И твоей правды достаточно. Позвольте этому усвоиться. Достаточно твоей сущности, не ваше резюме. Не ваша репутация. Не ваши результаты. Просто ты, как ты есть. Целый. Любимый. Названный, благословенный. Теперь, если это слово нашло вас, если что-то в вашей душе шевельнулось, загорелось, раскрылось, тогда я хочу услышать от вас. Оставьте комментарий прямо сейчас и напишите: «Я хожу в полноте». Да, говори это. Провозгласи это. Запечатай это своим голосом. Пусть небо и земля услышат, что ты больше не ждешь, вы получаете. И если вы чувствуете, что вас ведут, поделитесь своим свидетельством, своей молитвой, своим признанием.
Потому что, когда вы говорите, другие пробудятся. Когда вы свидетельствуете, другие поверят. Ваш голос является частью благословения. Ты не одинок. Ты не забыт. Ты не пуст. Ты дом. Ты благословенный. Ты полный. И это только начало. Возлюбленное дитя, закрой глаза не только в этот момент, но и в своей душе. Закрой дверь шуму мира. Ибо я, Господь Бог твой, недалеко. Я не обитаю только в громе или молнии. Я не жду на вершине горы или за какой-то завесой религиозных усилий. Я обитаю в Ты. Ты – храм. Ты – мое избранное жилище. И теперь, в тишине между ударами твоего сердца, в тишине, которая наступает после каждой бури, я зову тебя обратно к себе. Потому что, когда ты возвращаешься в Ты, вы возвращаетесь ко мне. Давайте помолимся. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 1 Коринфянам 3 часа 16 минут – это не метафора. Это не идея. Это ваше наследование. Твоя душа – святое место. Твоя слабость – это трещина в стене. Это никогда не было стыдом. Это было пространство для мой святвойте. Разбитый алтарь все еще был алтарем. И каждая слеза, упавшая там, была священной семя, которое я никогда не игнорировал. Дитя мое, я видел тебя. Ночами ты звал и думал, что никто не слышит. По утрам, где твой молитва чувствовал себя сухим и ваша вера почти исчезла. Вы думали, что чудо был далеко. На чудо ждал в зеркале, когда ты осмелишься поверить, что я никогда тебя не покидала. Царствие Божие внутрь вас есть. Луки 17 часов 21 минута. Я что-то посадил вечный в тебе. Я поместил ключи в твоем духе задолго до того, как появилась дверь. Вот почему ты чувствовал голод. Вот почему мирские богатства, шум и суета никогда не насыщали. Ты необычный. Ты не потерянный. Ты выбранный. Не потому, что вы выступили правильно или все сделали идеально, а потому, что ваш судьба всегда был связан с мой завет. И я не нарушаю завет, даже когда ты делать. Пусть эта молитва быть звуком твоей души, поднимающейся снова. Не в стыде, не в извинениях, но в рекультивации. Я дал тебе обещать, и я готовил тебя, даже несмотря на твои задержки. Ты думал, что сухой сезон дисквалифицирует тебя, но я возделывал твою внутреннюю землю, что благословение не задерживался, он был созревание. Вам нужно было давление, чтобы признаценить принадлежащий урожай. Сейчас самое время. И дам вам сердце новое, и дух новый. Дам вам. Иезекииль 36:26. Это не просьба. Это божественное обещание. И я не лгу, трансформация уже началась. Не ждите, чтобы почувствовать это. Получите это сейчас. Пусть ваше сердце открыто, как дверь в святилище. Потому что там, где другие видели обломки, я видел святый алтарь. Там, где вы видели только беспокойство и смятение, я услышал поклонение. Тихий, честный, настоящий. Ты не брошен. Ты не позади. Ты не слишком сломлен, чтобы быть судно из избыток. На самом деле, ваши трещины – это те самые дверные проемы, где мое слово входит, верани всегда громко. Иногда это просто решение посидеть в тишине и прошептать: «Боже, я верю, ты все еще здесь. И я здесь. Остановитесь и познайте, что я Бог». Псалом 45:11. Тишина – величайший акт доверять. Это то,
как ты получаешь то, что шум пытался украсть. Мое дитя, посреди хаоса ты продолжал искать меня снаружи, в книгах, в людях, в знаках. Но я ждал внутри, в храм твоего существа. Мир сказал тебе подняться выше. Но я прошептал: иди глубже. Этот шепот никогда не прекращался. Даже когда ты грешил, даже когда ты перестал молиться, я не отстранился. Я приблизился. Твои подаятни были неудачами, они были открытия. И теперь, с каждым словом этого молитва, вы возвращаетесь в священный центр. Вы возвращаетесь в то место, где я всегда был, ваш душа. Пусть эта молитва станет огнем, который вновь зажжет алтарь внутри тебя. Пусть он сожжет каждую ложь, каждый страх, каждое ложное убеждение, которое говорило, что Бог забыл тебя. Я недалек. Я немедленный. Я не наказываю тебя. И подготовковая точка награда не только в том, что я даю, но и в том, что я восстанавливаю ты. Ты храм. Ты место из чуда. Ибо мы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. 2 Коринфянам 6 часов 16 минут. Итак, теперь заявляйте с верой: я не слаб. Я святая земля. Я не забыт. Я избран. Я не потерян. Я живой храм, где Бог говорит, живет и высвобождает благословение. Не ключ находится внутри тебя. Не дверье открывается внутрь. И ваш урожай начинается сейчас. Во имя могущественного, священного и святого Иисуса. Аминь. Теперь вы действуете не по нужде, но по избыток. Ты больше не нищий у ворот собственного чуда. Дверью открылся, и ключ, которая никогда не терялась, а только скрывалась в тишине твоего сердца, повернулся. Ты шел сквозь штормы, гонялся за знаками, искал подтверждения в разбитых зеркалах. Но теперь дух шепчет: ты дома. Больше никаких усилий. Больше никаких объяснений своей ценности. Больше никаких торгов с небесами, как раб, выпрашивающий крошки. Ты не оставлен. Ты не забыт. Ты не ошибка, блуждающая в божественном замешательстве. Ты выбранный. Ты судно и наследник. Ты живообещать. Вы всегда носили семя ваше собственное наследование. И сегодня это семя начинает свой рожай. Пусть эта истина усвоится. Чудо — это не что-то, что падает сверху, как падающая звезда, которую вы надеетесь поймать. Чудо является ты, заземленный, пробужденный, сдавшийся и неподвижный. Вы больше не бежите. Вы больше не прячетесь. Вы больше не стремитесь к чьей-то чужой версии спасения. Вы здесь. И этого достаточно. Вы вернулись в центр священное святилище, где Бог говорит в тишине, где вера не кричат, а дышат. Вы больше не гонитесь за ценностью. Вы стоите в ней. Богатство, что было когда-то далеко, больше не удерживается. Оно тянется к вашему духу, как реки в океан, как звезды в галактику. Потому что теперь вы больше не действуете из пространства недостаток, вы действуете из избыток. Это не теория. Это не просто надежда. Это завет. Вечное соглашение, скрепленное не страхом, а присутствием. Бог не просит от вас совершенства. Он никогда им не был. Он просит от вас вашего присутствия. Твое сердце — вот что он ищет. Не твои отполированные молитвы, не твои отрепетированные ритуалы, а твоя дрожащая честность. Твое сырое «да». Тот священный шепот в буре, который говорит: «Я возвращаюсь в свое сердце и больше его не покину». Пусть эти слова не будут просто декларацией. Пусть они будут откровения, а возрождение,
а обновление вашей божественной сущности. Пусть они будут эхом вашей души, говорящей аминь к твоему истинному судьба. Ведь вы здесь не для того, чтобы выживать, а для того, чтобы царствовать в нем. Вы здесь не для того, чтобы гоняться за благословениями, как чужак. Вы здесь для того, чтобы получать их как ребенка королевства, как наследник не без богатства, как сосуд сверхъестественная трансформация. И теперь сделайте глубокий вдох. Это святая земля. Этот момент, эта тишина, это священный. Сражения, которые вы пережили, не были наказаниями. Они были подготовка, точка ключ которой разблокирует дверь формировалась в долине, точка обещатства выглядела отложенным, только набирала силу. И теперь вы стоите на краю своего чуда, не как нищий, но как строитель. Не умолющий, но обладающий. Потому что Багне оставил тебя в твоем молчании. Он рождал твой избыток онем. Он не отрицал тебя, он углублял тебя. И все, что ты думал, что тебя ломает, было тайно благословение ты. Это был небесный, скрытый, работая за кулисами своей временной шкалы, перестраивая обстоятельства, открывая невидимые пути и готовя свой урожай. Так что да, отдохните сейчас. Но не в самоуспокоение. Отдохните в власть. Вид, который приходит, когда вы знаете, кто ты есть. Тот, который возвышается, когда тебе больше не нужно стремиться быть увиденным, потому что небеса уже назвывается твое имя. Вид мира, который не пассивен, но мощный. Это чудо вы даже не знали, что вам это нужно, возвращение к твоему сердцу. Я хочу, чтобы ты почувствовал это. Скажи это. Прямо сейчас. Не завтра. Не позже. Сейчас. Скажи это всем своим существом. Я возвращаюсь в свое сердце и больше его не покину. Это твой аминь. Это ваш поворотный момент. Это момент, когда все остальное начинает выравниваться. Ваш деньги, твой вера, твое здоровье, твое отношение, твой звонок. Потому что, когда сердце находится дома, остальной мир следует за тобой. Это священная трансформация, вы ждали, точка благословения не придет, это уже здесь, точка богатства не где-то там, это в пределах, точка наследования, это не отдаленное будущее, это настоящая реальность. И все это было разблокировано в вашем присутствии. Итак, теперь, когда мы вместе завершаем эту священную сессию, я оставляю вас с одним последним приглашением. Если это сообщение затронуло что-то внутри вас, если вы почувствовали шепот небес, зовущий вас обратно в ваш центр, тогда не уходите тихо. Высказывайтесь. Подтвердите это, комментарий ниже со словами «Я возвращаюсь в свое сердце и больше его не покину». Пусть небеса увидят ваше заявление. Пусть мир услышит. Ваша вера. Пусть другие будут привлечены к свет поднимается внутри тебя. И если это нашло в вас глубокий отклик, подписаться на этот канал. Приходит больше божественных сообщений, больше секреты, чтобы разблокировать, больше молитв вымолиться, больше ключи повернуть. Вы вступили в путешествие вечное изобилие. Не иди в одиночку. Мы идем вместе, от сердца к сердцу, дух к духу, в священном ритме судьба. На следующем занятии мы поговорим о том, как защитить чудо, когда оно уже началось. Потому что как только урожай начинается, враг просыпается. И есть божественные стратегии, вы должны знать, как выдержать то, что высвобождает Бог. Но сейчас покойтесь в своей победе. Сидите внутри своего благословения. Пусть ваша душа дышит. Вы дома. Вы целы. Вы святый. И завет живет внутри тебя. Это твое обновление. Это ваше возрождение. Это ваш аминь. До следующего раза оставайтесь верными,
Оставайтесь присутствующими, оставайтесь благословенными.